Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим об осах. Что мы знаем о них? Скорее всего, это насекомые. Они летают, полосатые и очень назойливые. Приставучие, особенно когда летом разрезаешь спелый сахарный арбуз. Откуда ни возьмись появляется полосатая. Попробуй ее прогони. Обязательно вернется, еще и с подмогой. Не то что пчелы. Пчелы полезные, а осы скорее всего нет. И еще они больно кусаются. А есть еще и шершни, так они наводят страх еще больший. Вот, пожалуй, и все. А хотелось бы больше узнать об этих интересных полосатых приставалах. Где живут, чем питаются, кто такие шершни, да и не только они. И действительно они такие бесполезные, как многие считают. Поэтому прямо сейчас мы и узнаем об осах поподробнее. Поехали! В разговоре об общественных насекомых чаще всего вспоминают муравьев и пчел. Первые – символ организованности и дисциплины, вторые – олицетворение упорного труда и мирного сосуществования. Муравейник и улей давно стали культурными метафорами порядка, целеустремленности и коллективной преданности делу. Но куда реже в этом ряду звучит имя ос. Хотя именно они, нередко вызывающие раздражение, стоят у истоков обеих этих линий. Осы были первыми, кто опробовал модель социальной жизни среди перепончатокрылых. Да, муравьи, осы и пчелы – прямые родственники. Все они принадлежат к одному большому отряду насекомых – перепончатокрылые. И у всех общий предок, живший около 200 миллионов лет назад. Сначала появились паразитические осы – одиночки, откладывающие яйца в тела других насекомых. Потом некоторые из них стали хищниками и охотниками, строящими гнезда. Из этой линии произошли пчелы, возникли муравьи. Пчелы стали трудолюбивыми фермерами. Муравьи выстроили цивилизацию под землей, а осы – охотники, воздушные маленькие волки. Да, у насекомых тоже есть хищники, ведь хищники – это не только кошки и ястребы. И у насекомых есть свои, и осы – их воплощение. В них все функционально и эффективно. Передняя часть тела, голова – это пункт управления, и на ней сразу видны два огромных фасеточных глаза. Сложенные из тысячи линз обеспечивают ей панорамное зрение. Осы видят движение, улавливают мельчайшие колебания воздуха. Между глазами три простых глазка, почти незаметных. Они помогают ориентироваться по свету и тени. У нее навигация в полете, как у опытного пилота. Над глазами усики-антенны. Они не для красоты. Это антенны-сенсоры, с помощью которых оса воспринимает мир помимо глаз. Каждый усик состоит из подвижных сегментов. Они подвижны, гнущиеся и невероятно чувствительные. Плюс к тому они служат ей неплохим измерительным инструментом. Например, при строительстве сот. Под глазами челюсти, мандибулы. Челюсти разрывают пищу, убивают жертву, обрабатывают материал для гнезда. У общественных ос ими режут древесину, чтобы строить бумажные соты. Грудной отдел – это центр движения. К нему крепятся две пары крыльев – передние основные и задние вспомогательные, но работают синхронно благодаря специальным зацепам. Крылья прозрачны, тонки, но очень прочные, как натянутая мембрана. Сюда же крепятся три пары ног. Лапки с коготками и подушечками позволяют осе бегать по стенам, зацепляться за шерсть и сидеть на потолке. Между грудью и брюшком характерная тонкая перетяжка. Она называется петиоль. Именно из-за нее у ос такое осинообразное телосложение, изящное и гибкое. Эта талия делает заднюю часть тела подвижной. Благодаря ей оса может изгибать брюшко под любым углом, быстро жалить и направлять жало с хирургической точностью. За осиной талией, как и положено, брюшко. Внутри брюшка все, что обеспечивает выживание и продолжение рода. Пищеварительная система, органовыделение, половая система, резервуары для пищи, у общественных ос для кормления личинок. И здесь же расположен яйцеклад, который у ос превратился в жало. Только жало у осы не как у пчелы, не средство защиты. Ее жало — это копье для атаки,
У многих видов жало соединено с ядовитой железой, и оса может жалить многократно, в отличие от пчелы. Ее жало гладкое, без зазубрин, не застревает в коже. Это переработанный яйцеклад, анатомическое наследие древних паразитоидных ос. Те когда-то использовали его, чтобы откладывать яйца в тела других насекомых. Современные осы превратили яйцеклад в многофункциональное жалящее устройство, способное подавлять сопротивление, парализовать жертву или отбиваться от врага. Пчела может ужалить только один раз. Ее жало зазубрено. Оно застревает в коже млекопитающих и, вырываясь, рвет вместе с собой часть внутренних органов. Пчела погибает. А оса не умирает, она может ужалить еще и еще. Это делает ее не только эффективным хищником, но и потенциально опасным охранником гнезда. В природе такая возможность редкость. Оса жалит осознанно и неоднократно, а если она не одна, несколько ос — это уже отряд. А если их десятки или сотни, это биологическая атака, скоординированная, быстрая, беспощадная. Причем делают они это молча, без особых разговоров с криками в атаку. В мире ос не существует слов, но есть мощный, точный язык, понятный каждой особи, язык феромонов. Это химическая речь, основанная на молекулах, которые передают сигналы без звуков и не требуют перевода. Когда вы приближаетесь к осиному гнезду, первая встревоженная стража выпускает в воздух тревожный феромон. Это мгновенный сигнал тревоги, невидимый клич, который мобилизует всех членов колонии. За считанные секунды весь рой превращается в боевое подразделение. Эти молекулы можно назвать запахом войны. Феромоны играют ключевую роль в повседневной жизни ос. Королева, например, управляет гнездом с помощью феромонной диктатуры. Она выделяет вещества, подавляющие размножение у рабочих самочек. Пока ее запах силен, власть остается неоспоримой, но стоит концентрации упасть, и начинается борьба за трон. У одиночных ос феромоны служат навигации. Некоторые виды метят тропы к добыче, создавая ароматные дорожки, ведущие к пище или логову. Самки, готовые к спариванию, выделяют специфические половые феромоны, которые самцы чувствуют за десятки метров. Услышать запахи осиный организм может антеннами, покрытые чувствительными рецепторами. Оказывается, эти антенны не только рулетка, а еще и химический радар, улавливающий мельчайшие изменения в химической среде. Социальные осы хранят в памяти запахи своей колонии. У каждой семьи свой ароматный код. При встрече на входе гнезда оса сканирует запах другой особи. Не совпадает — врубай жало. Совпадает — добро пожаловать. Память об этих запахах точна и долговечна. Да-да, у ос еще и отличная память. Одиночные осы, особенно роющие и охотничьи, обладают поразительной пространственной памятью. Они могут возвращаться в точное место своего гнезда, среди сотен похожих кустов, ориентируясь на визуальные ориентиры и запахи. Они формируют в голове психологическую карту местности, при этом делают это быстро, после 1-2 пролетов. Еще осы умеют запоминать лица. Некоторые бумажные осы распознают друг друга по мордочкам, как мы по лицам. У них даже развились специализированные отделы мозга для визуальной памяти. И получается, строя гнездо, они друг друга неплохо знают и узнают. Этот с родинкой справа Алеша, а та, которая строит криво, Маруся. Кто-то спросит, а почему осы полосатые? Есть такое, полосатые, но далеко не все. Но все-таки осы стараются быть как можно заметнее. Черно-желтые полосы на их теле не мода, а язык угрозы старейший в природе. Это так называемая апосематическая окраска. Предупреждение: я опасна, я жалю, держись от меня подальше. Желтые и черные цвета, которые отлично видны в зеленом мире трав, кустов и листвы. Хищники, да что там хищники, тот, кто попробовал осу один раз, запоминает эту яркую комбинацию на всю жизнь. Оса не пряник, полосатая очень больно жалит. После такого любое полосатое насекомое вызывает тоску. Вот поэтому даже безопасные насекомые, вроде мух-журчалок, маскируются под ос, копируя их полосы. Это мимикрия. Подделка под опасного соседа ради защиты. Эволюция выбрала такой путь и не ошиблась. Полосатая оса реже становится добычей, а ее внешний вид работает лучше любой брони. Не сила, не скорость, а репутация. Ее главное оружие. И что самое интересное,
Осы, с которыми мы постоянно сталкиваемся, это именно общественные осы из семейства настоящих ос. Но из более 100 тысяч видов ос большинство одиночные. Между прочим, у пчел похожая ситуация. Из 20 тысяч видов пчел только 10% общественные, то есть живущие в ульях с матками рабочими и коллективной заботой о потомстве. Об этом был разговор в фильме о пчелах. А сегодня мы посмотрим на ос. И начнем мы с одиночных. Сфициды или роющие осы, обитающие по всему миру. Это одиночки, каждая из которых живет, охотится и размножается без помощи сородичей. Именно у них особенно ярко выражена одиночная охотничья стратегия. Парализовать, спрятать, отложить яйцо и уйти. Никакой заботе о потомстве. Личинка справится сама. Взрослая оса ее никогда не увидит. Все начинается с гнезда. Сфицида – архитектор, землекоп и хозяйка. Она роет нору в песке, в глине, в трещине стены, иногда гнездо из глины. Она готовит ячейку, как камеру хранения. Затем охота. Сфицида не собирает нектар и пыльцу, как пчела. Она хищник, ее интересуют гусеницы, сверчки, кузнечики, иногда мухи или пауки. Она находит добычу, жалит точно в нервные узлы, и та замирает, оставаясь живой, но обездвиженной. Если оса убьет добычу, то та начнет быстро разлагаться, особенно в теплой влажной почве. А личинка вылупляется не сразу. Она сначала развивается в яйце, потом начинает питаться. Парализованная, но живая жертва – это биологический холодильник. После этого начинается транспортировка. Оса тащит жертву к гнезду, преодолевая корни, траву, камни. Упала – вернется, не сдастся. Внутрь кладет добычу и откладывает яйцо. После этого запечатывает вход. Все, дело сделано. Жизнь продолжается, но уже без нее. А личинка родится и не останется голодной. А это помпилиды, дорожные осы. Помпилиды – одиночные осы пауколовы. Живут тоже по всему миру, особенно в теплых регионах, и охотятся в основном на пауков. Причем добыча часто превосходит по размерам осу. Вроде бы паук тоже охотник, но не с этой осой. Здесь он жертва. Взмах крыльев, полукруг и удар жала точно в грудную часть. Первый, потом второй. Паук вздрагивает, двигает лапами, пытается бежать, но уже не получается. Тело слушается плохо. Секунда-две и все. Он лежит живой, но уже никуда не спешит. Оса осматривает его, обходит кругом, хватает за ногу и тащит в нору. Причем яд некоторых помпилид, особенно из рода пепсис, тарантуловые ястребы, считается одним из самых болезненных укусов среди всех насекомых. И это не преувеличение. Существует шкала болей, и на ней помпилиды занимают почетное место. Церцерисы или жукоеды – один из крупнейших родов песочных ос. Одиночные осы, строящие гнезда на земле на глубине 20 сантиметров, охотятся на жуков, долгоносики, златки, листоеды и одиночных пчел. Парализованными жертвами осы выкармливают своих личинок. Взрослые осы питаются нектаром. Среди песочных ос есть и виды, охота которой направлена строго на пчел. Самый известный пчелиный волк – специализированный хищник, парализующий медоносных пчел и затаскивающий их в подземные норы. Самцы питаются растительной пищей, а вот самочки охотятся в основном на пчел. Обнаружив насекомое с характерной окраской, самка останавливается с подветренной стороны, и если чувствует запах пчелы, то нападает на нее в полете и парализует ее ядом, вводя жало под подбородок, где хитин тонок. Отсюда яд быстрее проникает в область головного нервного узла. После этого самка, привсев где-нибудь и прочно обхватив пчелу лапками, надавливает на брюшко пчелы и съедает вытекшую из зобика пчелы капельку нектара. Это делается для того, чтобы обезопасить личинок, так как для них нектар токсичен. Затем она относит пчелу в гнездо, где использует для выкармливания своих деток. Самка запасает по нескольку особей на каждую камеру и откладывает туда яйцо. А это осы-кукушки. Красивые, ярко-металлические, синие, зеленые, красные, но очень коварные. Они паразитируют на других осах и пчелах необычным способом. После того, как оса или пчела-одиночка отложила яйцо, она подкладывает свои яйца в их гнезда, ее личинки рождаются быстрее и убивают хозяев. Недалеко от них ушли и мутилиды или осы-немки, хотя с виду они по-своему интересны. У осы-немки ярко выражен половой диморфизм.
организм. Самки бескрылые, плотные, покрыты волосками и ведут наземный образ жизни. Из-за этого их еще называют бархатными муравьями. Самцы крылатые, легче телом, активно летают в поисках партнерши. После спаривания самец погибает, а самка продолжает цикл. Она откладывает яйца в гнезда других одиночных ос или пчел. Личинка поедает хозяина или его припасы. Укус осы немки очень болезненный, а хитиновый покров плотный и прочный. Обитает в теплых сухих регионах и ведет одиночный образ жизни. Среди ос, известных своей ловкостью, быстротой и хищной манерой, сколии, наверное, исключение. Сколии — это крупные бархатисто-черные осы с золотыми или желтыми пятнами, порой размером с палец. Их чаще замечают на цветах или возле почвы, чаще, чем в воздухе. И не потому, что они слабые, просто вся их жизнь там, под ногами. На цветах они питаются, а для будущих деток еда находится в сыром царстве личинок жуков. Сколия ищет личинок пластинчато-усых жуков, например, майского хруща или носорога. Та мирно живет в земле, ест корешки, не подозревая, что ее смерть уже на подходе. Оса медленно ползает по земле, будто слушает ее. И действительно, сколии умеют улавливать слабые вибрации, вызываемые шевелением личинок в почве. Обнаружив потенциальную цель, она начинает рыть. Сколия проникает к личинке, карабкается на нее и вводит жало точно в нервный узел. Укол парализует жертву, но не убивает. Жизненно важные органы работают, но движения больше нет. Теперь оса откладывает яйцо прямо на тело обездвиженной личинки и засыпает камеру землей. Через несколько дней появляется личинка осы, у которой есть свой запас еды, оставленной мамой. А это наездники. В англоязычной литературе наездников принято называть паразитическими осами. Хотя от обыкновенных ос наездники отличаются отсутствием жала как такового. Его заменяет яйцеклад. С помощью яйцеклада наездники откладывают яйца в тело личинок. Жертвами служат в основном более крупные насекомые, например, гусеницы бабочек, личинки жуков, а также другие членистоногие, в том числе некоторые виды пауков. Наездник в типичном случае располагается над жертвой, как наездник на лошади, отсюда и название, и вводит яйцеклад. Личинки наездника вылупляются внутри жертвы и питаются ее тканями и органами, постепенно убивая. Так мы познакомились с осами-одиночками и даже с наездниками. Переходим к общественным. В пределах семейства Виспиды выделяются два особенно интересных подсемейства – общественных ос, настоящие осы и бумажные. Оба этих подсемейства демонстрируют сложное общественное поведение, основанное на разделении ролей, коллективной заботе о потомстве и координированной защите гнезда. Однако при внешней схожести оба типа ос строят бумажные гнезда и живут колониями. Между ними существует ряд значимых различий в строении гнезда, численности, пищевых предпочтениях, уровне агрессии и степени опасности для человека. Настоящие осы – это те самые осы, которые чаще всего встречаются в умеренных широтах и становятся незваными гостями на пикниках на природе. Их гнезда обычно скрыты под землей, в дуплах, на чердаках. Они имеют многослойную защитную оболочку и часто достигают внушительных размеров, до нескольких тысяч особей в одной колонии. Осиные гнезда – архитектурные шедевры. Они делают бумагу из древесины и слюны, а затем выстраивают шестиугольные соты. Шестигранник – идеальная геометрия для экономии пространства и материала. Устройство гнезда строго организовано. Внутри соты, в которых матка откладывает яйца, а рабочие самочки ухаживают за расплодом и приносят пищу. Личинок кормят пережеванными насекомыми, мелкими членистоногими и остатками животной пищи. А личинки, между прочим, подкармливают взрослых. Да-да, у некоторых видов личинки выделяют питательные капельки слюны, которыми питаются взрослые осы. Маленькие кормят больших. Очень мило. И вообще, взрослые осы сластены. Они предпочитают углеводы, фруктовые соки, нектар, пать, а также сладкие напитки и десерты, которые они легко находят вблизи человека. Такая всеядность делает их важными регуляторами популяции вредных насекомых, но и приводит к регулярным конфликтам с людьми, когда те не хотят делиться разными вкусностями. И если за столом они надоедают и могут случайно ужалить того, кто сильно махал руками или не посмотрел, что положил в рот,
Настоящие осы очень агрессивны. Вблизи гнезда могут жалить многократно, а их яд содержит белки, способные вызвать серьезную аллергическую реакцию, а иногда и более серьезные последствия. Да и кому понравится, когда кто-то сует нос в гнездо с детками? Никому. Ни тигрицы, ни волчицы, ни медведицы. А люди больше всего боятся больших ос, шершней. Действительно, шершни – самые крупные представители общественных ос, принадлежащие к подсемейству виспины. Они обитают в Евразии, встречаются от Европы до Восточной Азии, а также были интродуцированы в Америку. Среди них есть несколько особенно известных видов, отличающиеся размерами, окраской и поведением. Европейский шершень, азиатский шершень, гигантский азиатский шершень и тропические виды, обитающие в Юго-Восточной Азии, где часто гнездятся в высоких кронах деревьев. И несмотря на свою репутацию, шершни редко нападают без повода. Их жало способно многократно жалить, но используется в первую очередь для защиты гнезда. Особенно опасными становятся осенью, когда структура колонии разрушается, а рабочие начинают искать пищу самостоятельно. Палестины или бумажные осы менее многочисленны и реже вступают в контакт с человеком. Представители рода Палестин строят открытые гнезда, плоские соты без внешней оболочки, подвешенные на тонкой ножке горизонтальной поверхности, ветки, балки, подоконнику. Колонии состоят из десятков или сотен особей, реже чуть больше. В отличие от настоящих ос, у Палестин может быть несколько основательниц, а структура колонии более гибкая. Статус матки определяется поведением, а не только морфологией. Их пищевое поведение схоже с настоящими осами. Личинки получают белковую пищу, взрослые сахара, но из-за меньшего числа особей конфликты с человеком случаются значительно реже. Итак, дорогие друзья, мы посмотрели на общую местами желто-полосатую картинку. И оказывается, осы не такие простые, как кажется. Но в отличие от пчел или муравьев, осы не романтизированы в культуре, но их роль ничуть не менее важна. Осы участвуют в процессе опыления растений, а также следят за балансом гусениц, личинок, различных жуков, которых они скармливают своим личинкам. Соседи они, конечно, опасны и беспокойны, но если соблюдать осторожность и сохранять спокойствие, можно свести близкие контакты с ними к минимуму. И в следующий раз, когда оса пролетит мимо вас, не машите в панике руками. Она посмотрит, что вы хороший человек, без злых намерений, и у вас в руке нет мороженого, и полетит дальше по своим делам. Да и не лезьте вы в осиный улей, это же осы, ничего хорошего из этого не выйдет. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.